Привет, друзья! Мы находимся в Турции, в Кемере, и сегодня у нас экскурсия. Мы отправляемся в древний ликийский город Фазелис, который основан в 7 веке до нашей эры. Приглашаем вас с нами прогуляться на прогулку, и мы расскажем очень много интересного. Сейчас ожидаем автобус, который идет в сторону Токирова. Ехать тут недалеко, примерно минут 15-20, 8 километров всего. Здесь есть такой ларек. Как вы думаете, что это такое? Оказывается, это кондиционер. Туда заходишь и охлаждаешься. Новая реальность. Едем в Москву на экскурсию. Ехать недалеко, примерно 8 километров. Работает с 8 до 18, стоимость 45 турецких лир. Покупаем билетики. Билетик стоит 45 лир. Тебе 10 лир есть? Спасибо. План есть какой-то? Один километр, только километр дороги. Большой картинка есть. Фазелис – один из немногих сохранившихся древних городов на территории современной Турции, увидеть который необходимо каждому туристу, а не только потому, что его в свое время посещали Александр Великий и император Адриан, и не только потому, что в Фазелисе родился знаменитый поэт и оратор Теодет, ученик Платона. Фазелис нужно посетить потому, что его просто нужно увидеть. Здесь своя особая энергия. В переводе с лудийского Фазелис – морской городок, был основан в 7 веке до нашей эры колонистами с острова Родос, которых заинтересовала древесина здешних мест, пользующаяся большим спросом. Понятно, что здесь не обошлось без персов и греков, которые поочередно имели власть над городом, а также римлян, принесших в город настоящий экономический и культурный рассвет. Тогда город славился своим лиловым маслом и розами, на основе которых получалась удивительная косметика. Затем Византия и турки-сельджуки, которым впоследствии стали принадлежать эти земли. Словом, за всю многолетнюю историю город не потерялся и не растворился в языках и культурах, а превратился в истинную жемчужину Средиземноморья. Вот сюда приезжает, говорят, очень много в субботу-воскресенье отдыхающих на пляж. Но сегодня у нас пятница, не так много отдыхающих, хотя автобусов стоит очень много. Да. Здесь 3 пляжа, вот. 3 бухты. Вот одна из них напротив находится Акведука. И там второй туда причаливает. Судно там стоит. Корабль. Второй вот за мысом идет. И третий, самый большой, там, где ворота Артемиды. Да. Там очень много кораблей тоже. Так что, если поедете сюда, то захватите плавки, можно хорошо искупаться. Ну и вот здесь вот около, на этих пляжах можно найти вот такие артефакты. Вот в воде прямо лежат. Вот это осколок кувшина. Прям видно, что это осколок кувшина. Вот такой треугольничек, мы нашли, тоже непонятное происхождение. Что это такое за треугольничек, непонятно. Вот это прям видно, что это от горлышка кувшина, вот уже обросло кораллом. Ну, Полукруг такой. Ну, здесь даже вроде какой-то рисуночек, может, есть, даже не знаю, что это такое. Да, вот остатки рисунка есть, узор. Давай почетче покажем. Вот такое. Мы забирать не рискнули. Оставляем все здесь. Да. Привозят кораблики, и здесь народ купается. В общем-то, где и мы. Одно из самых впечатляющих мест этого города – Акведук. Это искусственный канал, построенный жителями для того, чтобы снабжать город водой. Длина акведука 1,5 километра.
Часть водотока проходила по специальным трубам, но ближе к городу жители соорудили аркаду, длина которой составляла примерно 200 метров. Она была сделана из золотистого известняка. Акведук является вторым по величине в Турции. Сейчас он частично разрушен, но не потерял своей исторической и эстетической привлекательности. Фазелис долгие годы представлял собой богатый морской город, который являлся важным торговым узлом. Покровительницей этих мест считалась сама Афина, и в честь нее был воздвигнут храм. Также жители почитали Гермеса, бога торговли и прибыли. Торговать горожане любили, особенно ароматическими маслами, духами и древесиной ближайших лесов. В городе находилось 3 порта. Северный порт служил в военных целях. Там была построена крупная военная крепость в окружении мощных стен. Неподалеку располагались древние гробницы, где был погребен сам Александр Македонский. Построенный в IV веке до нашей эры на склоне Акрополя театр Фазелиса сравнительно небольшой. Его 20 рядов рассчитаны на 3000 человек и представляет собой типичный образец театра эллинистического периода. Дошедшие до наших дней руины свидетельствуют о том, что сцена театра была построена римлянами. В позднеримский период амфитеатр служил ареной, а в послевизантийский период его сцена использовалась как часть городской стены. Возможно, именно на этой дороге город встретил Александра Македонского, вручив ему золотой венец. Возможно, что в Фазелисе хранится золотой саркофаг Александра Македонского с его прахом. В 129 году Фазелис посетил император Адриан. В память об этом были воздвигнуты ворота Адриана, через которые можно было войти в Фазелис из Южной гавани. Вот все, что от них осталось. Такая была резьба. Вот тут надписи как раз есть. Сохранилась резьба еще. Есть надписи кое-где. Вот мраморные колонны. Здесь даже видно, виноград вырезан. После Александра Великого город несколько раз переходил из рук в руки, а в 167 году до нашей эры стал членом Ликийской лиги и чеканил монеты по образцу этого союза. Фазелис вместе рядом с расположенным городом Олимп временами подвергался грабежам пиратов, а в 42 году до нашей эры перешел под владычество Рима. С этого времени начинается переустройство города. Еще больше растет его благосостояние. Рассвет города продолжался около 300 лет. Расскажите о ваших впечатлениях. Замучился? Итак, наша экскурсия закончилась. На этом наше путешествие по стране не заканчивается. Подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы, оставляйте комментарии. Надеюсь, мое видео поможет вам правильно спланировать отдых, и вы поедете в Турцию. Всего вам доброго, до новых встреч. Вот утром вообще не было машин, было пусто. Сейчас 12 часов дня, и машины едут и едут и едут. Впереди открывается вид на гору Олимпос. Она немножко в облаках сейчас. И там фуникулер. Вот ее видно сейчас впереди. Очень хорошо. Ну, нам экскурсию на
Тахталы не порекомендовали, потому что можно туда заехать наверх. Там вообще ничего не видно, все в облаках. Здесь продолжаются раскопки. Вот работы идут, там палатки натянуты. И храм как раз видно. Часть храма открыли. А там шурфы видно. И вот здесь производятся раскопки. Все это просеивают. И, как говорят, здесь где-то похоронен Александр Македонский. Автобус 8 номер едет до Текеру. Стоимость проезда на автобусе 12 лир. От Кемера до национального парка.